Ребенок кашляет. По статистике это самая частая жалоба на приеме у педиатра. Это действительно так. Ну вот, как кашляет, как часто он кашляет, долго ли он кашляет, изменяется ли характер кашля ночью, днем, утром. Много вопросов, на которые должна знать отец, мама, но не всегда она знает. Поэтому детский доктор сегодня расскажет все о кашле, все, что нужно знать родителям. Почему-то в аптечке у родителей всегда найдется лекарство от кашля, особенно если есть дети. Вот поднимите кость в аптечке лекарство от кашля. Конечно же. У всех есть лекарство от кашля. И родители почему-то лечат всегда кашель. Дайте мне лекарство от кашля. Я хочу что-то от кашля. Разобраться с ненавистным кашлем нам поможет Наталья Якимович. Наталья, выходите к нам. Наталья Якимович, врач-педиатр, ассистент первой кафедры детских болезней Белорусского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, давайте разбираться. Ну вот кашель пугает всех родителей. А что же это такое кашель? Кашель – это защитный рефлекс нашего организма, когда в организм попадает не то, что надо. То есть это защита. Это защита, в принципе, он нужен. Это защита, придумано природой. Да. Это природой придумано. Кашель грудного ребенка. Стоит сразу беспокоиться или нет? Если это не покашливание легких, а уже кашель. Ну, если мы сказали, что кашель – это защитное приспособление от внедрения чего-то чужеродного, вот, то, естественно, на кашель нужно обращать с какой позиции? Когда он возник, в какое время он возник, сколько времени он длится, сопровождается ли он температурой или каким-то другим состоянием. Это какая-то реприза, то есть да, имеется в виду, на фоне какого-то заболевания или просто возникший кашель. Вот, допустим, мама кормит ребенка, и вдруг после кормления или во время кормления у ребенка возник кашель. То есть он закашлялся. Это значит, что-то возникло не так. То есть молоко или еще какая-то другая пища пошла не по тому пути. Не по пути пищеварительному, а по пути дыхательному. Почему кашель у детей младшего возраста отличается, ну, будем говорить, от кашля детей более старшего возраста или от взрослых? Надо сказать, что когда происходит кашель, участвует мускулатура. Обязательно помогает откашляться мускулатура. У детей, к сожалению, имеются анатомо-физиологические особенности. И дети не могут, так как взрослые, хорошо откашляться. Почему? Потому что у них недоразвит вот этот каркас помощи кашлю. Это первое. Второе. Имеются особенности какие? Анатомо-физиологические верхних дыхательных путей. У них очень хорошее кровоснабжение, и поэтому у них очень выраженный бывает отек, особенно отек в области гортани, так называемый ларингитный кашель, который в более старшем возрасте, лающий ларингитный кашель. Вот. Это, да, должно обязательно настораживать. То есть у взрослых уже ларингиты как таковые, они встречаются, но значительно меньше, потому что это связано с тем, что имеется строение слизистой особенное и очень хорошее кровоснабжение. То есть быстрый отек на фоне какой-то вирусной инфекции или еще. Ну да, сейчас период заболевания, и это чаще всего какая-то вирусная инфекция. А вот хотелось бы еще поговорить о характере кашля, потому что у многих возникает непонимание, что значит влажный кашель, что значит сухой. Влажный — это когда вот прям все мокро-мокро, также он может называться продуктивным, непродуктивным. Здесь отличия какие? Как бы, ну, все достаточно просто, но давайте еще раз объясним. Ну, вообще, объяснить на словах сухой и влажный кашель очень трудно. Представляете, сухой и влажный. Для кого-то покажется, что это сухой, а для кого-то влажный. Его надо слушать. И слушает его кто? Доктор. Мама говорит, допустим, что у ребенка сухой кашель. Но доктор, уже слыша этот кашель, потому что он обучался, он знает, но нужно попросить ребенка, или когда на приеме, или еще что, услышать этот кашель. Понимаете как? Почему? Потому что, повторяю, при многих вирусных инфекциях, когда имеется защита, начинается все с чего? С сухого кашля. То есть это защита, это першение, это удаление. Потом происходит воспаление, там имеются определенные клетки, которые вырабатывают слизь. Вот. Будем говорить, что это очень индивидуально. И потом, естественно, в результате того, что возникает
это воспаление, и клетки начинают продуцировать больше слизи, возникает влажный кашель. Можем мы так определить, что сухой кашель – это нет слизи, а влажный кашель – это когда есть слизь? Нет. Или это очень условно? Это очень условно, понимаете? Это очень условно. Иногда мамы говорят, вот сегодня был сухой кашель, а завтра он влажный. Через день ужас какой, опять стал сухим. А почему? Есть тому много причин. Давайте поговорим об этих причинах чуть попозже, а сейчас еще раз вам напомню, как же возникает кашель. Инфекция попадает через нос или рот в дыхательные пути. Слизистая оболочка, которая покрывает их изнутри, воспаляется. Особые клетки во время воспаления снижают активность и почти не продвигают жидкость вверх по бронхам глотки. Избыток мокроты как бы затыкает бронхи и создает условия для размножения вредных микробов. Бронхи уже не могут самоочищаться незаметно для нас и призывают на помощь кашель. Это, конечно, очень условное обозначение, но принцип понятен. У меня такой вопрос. Всегда ли это воспаление в бронхах или в легких, например? Нет, конечно же. У нас есть верхние дыхательные пути. Вообще дыхательные пути начинаются с чего? С носа, носовые ходы, затем носоглотка, затем трахея, бронхи и легкие. Вот такой путь дыхательной Вот на всем системы. этом этапе может возникать кашель. Ну, в отношении не на всем этом этапе возникать кашель, а как проявление того, что есть. Вот если у ребенка ринит, а у маленьких детей еще и аденоидит, то есть у них лимфатическая система работает как? Она более активна, потому что инфекция у них чаще бывает, и они воспаляются. А раз воспаляются, все это стекает по задней, как говорят, синдром затекания по задней стенке. Он затекает, он что? Раздражает, естественно, нижние дыхательные пути. Что с ребенком происходит? Он начинает кашлять. И тоже кашель может быть влажным. Вот. Сколько слизи, сколько всего, и кашель что? Он откашливает это. Естественно, кашель какой? Не сухой. Если очень выраженное воспаление и мало образуется слизи и всего, это будет синдром малого затекания, раздражения, чувство першения, и тоже будет кашель. И мама может 2-3 недели лечить что? Кашель. А кашель как проявление чего? Риноаденоидита. Что необходимо лечить в принципе? Нашу носоглотку. Есть вопросы? Прошу. Здравствуйте, доктор. Как только у ребенка появляется сухой кашель, мы сразу стараемся начать его лечить. Но я слышала, что не всегда это стоит делать. Почему? А как вы начинаете лечить? Вот интересно, обычно мамы начинают делать ингаляции, кто-то начинает пить какие-то таблетки, не дай бог. Надо ли лечить сразу кашель? Или сначала диагноз надо поставить? Сначала поставить причина кашля. Вот кашель такой. У вас в квартире идет ремонт. Везде пыль, сухо, неизвестно как. Ребенок в другой комнате, он встает и кашляет. Вы же тоже кашляете. И это тоже проявление кашля. Или у ребенка повысилась температура, появился насморк, и у него появился кашель. Это проявление вирусной инфекции. То есть и насморк есть, и покашливание. Но самому лечить, в принципе, тот кашель, который вы не знаете чем, нельзя. Есть основополагающие вещи. Не заниматься самолечением, это раз. Ну, выяснить причину этого кашля и тогда лечить кашель как проявление чего? Либо это насморка, это раз, либо это проявление чего? Бронхита, либо проявление, извините меня, аллергического какого-то состояния. Поэтому вам, уважаемые родители, нужно замечать все, когда он начался, какого характера кашель, с чего он начался. И вот это очень важно для врача, для того, чтобы поставить диагноз. Не забываем об этом, мы ненадолго прервемся. С вами детский доктор, не переключайтесь. С вами детский доктор. Мы возвращаемся в студию и продолжаем разговор о кашле. Вопросы? Подскажите, пожалуйста, как усилить выделение слизи, чтобы кашель стал более продуктивным? То есть, соответственно, и ребенок быстрее пойдет на поправку. Замечательный вопрос, как я его ждал всегда. Да. Что можно дать и надо ли... вот для родителей переводить этот сухой кашель, как они говорят, во влажный, нужно класть какие-то таблетки. Надо ли это делать? Во всех случаях это надо делать? Ну, вообще, мы должны облегчить кашель. Сухой кашель,
он все-таки мучительный, он неприятный, он ощущения неприятные, колющие, все. И мы должны облегчить этот кашель. Чем мы облегчаем этот кашель? Вообще образование слизи, она у нас ежедневно, ежечасно образуется. И все очень индивидуально. Это зависит от многих составляющих. Первое. Какова влажность в квартире и какова температура в квартире. Если сухо и не влажно, естественно, образование слизи будет идти значительно меньше. Следующий момент. Если ребенок не пьет ничего, а многие вещи, вот сама вода идет на воспаление, и нужно восполнить этот баланс питьевой, то есть это второе, это питьевой режим, обязательный питьевой режим. Когда у вас температура, вы посмотрите, у вас во рту сухо, правда? Вот когда высокая температура, прям сухо во рту. Как вы думаете, в бронхах и остальные слизистые, да они тоже будут сухие, не забывайте об этом. Поэтому, конечно же, восполнять жидкость нужно пить больше. Обязательно питьевой режим, обязательно температурный режим, обязательно это. И еще один из моментов, я не говорю про медикаментозное решение вопроса, это в плане неназначения тех препаратов, которые препятствуют, так сказать, противокашлевые, так называемые препятствуют. О лечении мы говорим чуть попозже. Это действительно очень серьезно, потому что важно знать, какие препараты вообще категорически нельзя принимать без назначения врача, а какие, если очень хочется, то можно. У меня еще такой вопрос. Многие родители думают о том, что вот ребенок начинает кашлять, они предполагают какое-то воспаление, вроде бы температура у него нормальная, они закрываются дома, закрывают окна и ни в коем случае не выходят на улицу и звонят, спрашивают, а можно вообще на улицу с кашлем выходить? Не станет нам хуже? Не опустится, как говорится, все это вниз? Вот можно ли ходить на улицу? Во-первых, кашель – это защитно-приспособительная реакция, и он мешает проникновению микробов, вирусов дальше. Это первый вопрос. Дальше. Вопрос, я же сказала, куда ехали раньше? На свежий воздух. Свежий воздух является стимулятором кашля. Но вопрос такой, если у ребенка не дышит нос, то воздух холодный, он не согревается, естественно, проходя через ротовые пути. Значит, если нос дышит и ребенок кашляет, то прогулка – это обязательная составляющая при кашле. И потом, кашель продолжается очень часто 2-3 недели. 2 недели, допустим, кашля, и 2 недели ребенок не ходит на улицу. Не ходит, не улиц. Это не является, так сказать, моментом лечения кашля. Это наоборот усугубляет состояние. И потом говорят, то сухой, то влажный. И кашляет, и кашляет. Еще поймите, что действительно, пока мы не уберем воспаление, пока оно не пройдет, пока не восстановятся эти клеточки, ребенок может кашлять. Я вам уже говорил, что при некоторых заболеваниях, таких как, например, коклюш, ребенок может кашлять и месяц. Но это не должно быть причиной оставления ребенка дома в несвежем воздухе. Обычно еще закрывается окно, обычно включается обогреватель на полную. Мы боимся, что ребенок переохладится. Мы делаем только хуже ребенку. Не забывайте об этом. Я вас передаю в руки замечательного эксперта Дианы Мардас, чьи советы и лайфхаки помогут вашу жизнь сделать легче. Здравствуйте, дорогие будущие мамы! Сегодня я предлагаю вам исследовать предродовую и родзал, для того, чтобы понимать, зачем здесь эта техника, на каком этапе и где мы будем находиться. Именно этим мы сегодня и займемся. Первое место, которое нас будет интересовать, это вот эта кушетка, потому что именно здесь будет проходить весь наш первый период родов, то есть от момента схваток до появления потуг. В родах мы, конечно же, надеемся на то, что все пройдет гладко, хорошо, но в жизни бывают всякие ситуации, и мы должны быть к ним готовы. Поэтому обратите внимание, у нас есть целый шкаф со всякими вспомогательными средствами, которые позволят провести ваши роды максимально безопасно и грамотно. Здесь мы видим стол медперсонала, стол акушерки, которая может заполнять здесь необходимые документы. Обратите внимание еще на важный момент. Если вдруг медперсонала рядом с вами сейчас нет, а вам срочно нужно задать им какой-то вопрос, вот она, та самая кнопка вызова врача. Даже во время записи КТГ, если вы почувствовали себя плохо, вам понадобилась помощь, вам нужен совет, вы нажимаете, и медперсонал в течение ближайшего времени к вам придет. Двигаемся дальше и попадаем куда? В святая святых уже этого конкретного места.
Это кресло, на котором мы станем мамами. После того, когда малыш уже родился, вот на этом самом нашем синеньком кресле, педиатры ему оказали всю необходимую помощь, если она будет нужна, мы перемещаемся в зону для малыша. Обратите внимание, что здесь есть. Здесь есть место, где мы ребенка впервые осматриваем, далее взвешиваем, проверяем его рефлексы. Обратите внимание на то, что здесь тоже есть свет. Для чего он здесь нужен? Для того, чтобы, во-первых, комфортно осмотреть малыша грамотно под освещением, во-вторых, для того, чтобы задать правильную температуру обогрева. Обратите внимание, как все продумано. Каждый этап, каждый шаг ваш находится здесь под контролем и защитой. Поэтому, дорогие будущие мамы, всегда помните об этом. Мы с вами одна команда, и вместе мы справимся, и процесс рождения малыша будет максимально грамотным и комфортным. Спасибо огромное вам, Диана. Мы возвращаемся в студию и лечим кашель или не кашель, или заболевание. Давайте разбираться дальше. Еще вопрос. Как ни старайся, ребенок все равно не может откашлять мокроту, и это значит, что она задерживается в легких. Значит ли это, что задерживается и само выздоровление? Означает, что если ребенок вот не может откашляться, и мы ему никак не помогаем, что это продлевает заболевание, что вот он будет долго кашлять, если он не избавляется от этой мокроты. Мы должны помочь. Мы облегчаем кашель и помогаем эвакуации мокроты, отхождению мы помогаем? мокроты. Как мы можем помочь ребенку? Мы уже говорили. Температура 21-22, влажность 65-70%, питьевой режим, прогулки на свежем воздухе и лечение того заболевания, которое есть. Если все-таки ребенок не может откашляться, и все эти каноны соблюдены, тогда существуют и препараты, которые помогают ребенку немножко что? Откашляться. То есть они делают мокроту менее вязкой, вот такой, тягучей, когда, повторяю, первые все моменты, они соблюдены. То есть существуют препараты. Препараты растительного и синтетического происхождения. Вот. О них мы поговорим позже. Все время мы сваливаемся в эти препараты, мы обязательно про них расскажем. Но еще момент такой в отношении, как ребенок должен откашливаться. Существуют методы дыхательной гимнастики. Вот это очень важно. Это важный момент. Тогда работает вся система. Ведь мы дышим, и какое-то, в смысле, дыхание, оно изменяется, когда имеется какое-то где-то воспаление, и мы должны помогать этому. Поэтому научиться дыхать, ЛФК, массаж тоже, массаж, допустим, поглаживание, растирание. Мы про это говорили, когда говорили про лимфатическую систему, и она будет работать хорошо, и тогда будет лучший отток, и тогда будет формирование слизи, будет хорошее. То есть не надо забывать, что легкие, участвуя в акте дыхания, мы должны им помогать и дыхательной гимнастикой. Особенно важен массаж, как мне кажется, для очень маленьких детей, которые действительно не могут еще откашляться нормально. У них, ну, вот так устроена мускулатура. Не забываем об этом. Если врач назначил массаж от кашля, то его нужно обязательно сделать. С вами детский доктор. Не переключайтесь. Надеюсь, вы откашлялись. Мы готовы продолжать. К нам в студии присоединилась Марина Панкова, которая пока займет детей. Мы продолжим разговор. Вернемся к вам еще обязательно. Давайте свои вопросы, прошу. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у моих детей, когда начинается кашель, я использую ингаляции. А правильно ли я делаю, что сразу начинаю это делать? Или надо дождаться, чтобы кашель стал влажным? Вот хороший вопрос. И должен ли быть ингалятор в каждом доме? Ну, я не могу так сказать. В каждом доме должен быть ингалятор. Возможно, это по ситуации. Может быть, и есть семьи, где он не будет необходим. Без ингаляции можно будет справляться. Вот. Но в отношении ингаляции разрешается, во-первых, надо помнить, что разрешается только некоторые растворы, никакие травы, никакие еще другие средства. Особенно маслянистые растворы. Масляные растворы и все не разрешаются, потому что они могут вызвать аллергическую компонент. Это физраствор. Что делает физраствор? Он снимает немножко отек слизистой. То есть, когда нос заложен, когда именно слизистая такая отечная. Это влажность маленькая, вот тоже важно. Вот, он снимает это. И, кстати, между прочим, ларингит, вот этот стеноз,
лающий кашель. Один из моментов, это, конечно, там есть медикаментозная терапия, но это ингаляции с физраствором. Именно с физраствором, где вот эта маленькая, так сказать, щель, которая отекла и не дает ребенку дышать, вот этим, да, справляются дома, пока там, ну, во всяком случае, до приезда либо скорой, либо врача, вызова врача, либо еще каких-то других действий. Еще родители часто спрашивают, какой небулайзер, какой ингалятор покупать. На самом деле без разницы. Вот честно без разницы. Будет это ингалятор вакуумный, будет это ингалятор ультразвуковой или так называемые новые межнебулайзеры. Абсолютно без разницы. Единственное, что вы должны смотреть. Некоторые дети боятся работы компрессора. Вот они боятся, когда что-то гудит рядом. Некоторые дети боятся вот этого звука ультразвукового. Слава богу, сейчас есть новые виды ингаляторов, так называемые межнебулайзеры. Абсолютно, вот у нас такой есть, стоит, он абсолютно беззвучен, компактен, его можно взять с собой куда угодно. Я думаю, это будет хорошим поспорьем, если вам действительно нужен ингалятор дома. Не забываем о том, что прежде всего, ингалятор – это средство доставки лекарств. И вот если вам нужно доставать лекарства, если у ребенка, например, астма или какое-то другое заболевание, он вам крайне необходим. Да, конечно, вот естественно. Если нет такого заболевания, вы можете посоветовать своим врачом, ну, нужен вам или нет. С ингалятором разобрались. Доктор, давайте поговорим о лекарствах. О, да, ну это очень важный и вопрос, который нужно решить. Есть средства, которые подавляют кашлевой рефлекс, подавляют кашлевой центр. Есть наркотические средства даже, подобные, так скажем. Есть центрального действия средства, когда их можно применять. И может ли мама сама назначить эти лекарства? Вопрос очень хороший. Изначально сказали, что кашель – это защита. Это удаление того, что не должно быть. Поэтому подавлять его нужно в исключительном случае, когда это не связано с какими-то состояниями. Первое – это коклюш. Это совершенно другое. Там раздражаются рецепторы, которые отвечают за кашель. И кашляют очень долго. Там, да, надсадно, мучительно, невозможно, сон нарушен. Можно это использовать. Можно использовать и когда нарушается сон. И у ребенка просто вот сухой надсадный кашель, и то под контролем врача. То есть, о чем я хочу сказать, что противокашлевые средства назначаются только доктором и только после осмотра пациента. И еще один момент. Конечно, не назначаются подавляющий кашель и разжижающий кашель. Подавили. И тоже продуцируем мокроту, ребенок откашлять ее не может, происходит так называемый симптом заболачивания. Вот. Еще какой один момент. Мамы очень любят антигистаминные препараты. Да. Естественно, антигистаминные препараты, они применяются тоже по показаниям, кстати. И они подсушивают слизистую, не дают образованию секрета. Может еще увеличить даже этот кашель сухой. Сухой. Поэтому все препараты, которые противокашлевые, они назначаться должны доктором и по показаниям. Мне осталось только вам напомнить, какие же лекарственные средства могут назначаться от кашля. По действию лекарства от кашля делятся на две группы. Противокашлевые, которые оказывают успокаивающие действия при сухом кашле. Эти средства обладают смягчающим действием. Они подавляют кашлевой рефлекс. Действуют или местно, или центрально. Отхаркивающие, которые разбавляют и выводят мокроту. Данное лекарство применяется только при влажном кашле. Я хочу, чтобы вы запомнили, особенно те родители, у которых дети до 5 лет. Слава богу, что детям такого возраста практически никогда не назначаются лекарства от кашля. Если мы все делаем правильно, мы поем ребенка правильно, мы сделали нормальные условия, мы делаем ингаляции при определенных заболеваниях, детям такого возраста практически не назначаются лекарственные средства от кашля. Поэтому заранее чем-то запасаться, когда вы едете на какой-то отдых, брать огромную кипу лекарств, особенно противокашлевых, мы уже говорили вам, что это может быть опасно, не стоит. Только то, что назначил доктор. И в исключительных случаях. Не забывайте об этом. Наталья, мы вроде все разобрали. Что вы еще можете сказать родителям о кашле? Кашель – это не один симптом, он проявление чего-то. Вначале нужно выяснить, почему возник кашель, а потом уже лечить. И еще один такой нюанс. Считается, что здоровый ребенок
принципе, при отсутствии всех заболеваний может кашлять до 25 раз в сутки, но не ночью. Спасибо огромное, Наталья, за такую чудесную передачу. Спасибо еще раз. Спасибо. Не болейте, будьте здоровы. Спасибо. Ну, а мне хочется обратиться к Марине и узнать, чем же они занимались с детьми такое длительное время. Мы сегодня рисовали птицу счастья и здоровья. Вот это да. Да. Покажите нам эту птицу. Покажите. Посмотрите, доктор, какие красивые получились, Так креативные. это рука получается? Да, мы обвили свою руку. Давайте поаплодируем нашим детям. Вот это да, это для мамы. Вот, посмотрите, как хорошо получилось. И наши девочки добавили много разных интересных деталей. И судя по тому, как они раскрасили своих птиц, как радужно они их раскрасили, они очень счастливы и здоровы. Вот так очень интересно. Вообще, я даже не ожидал, что просто применяешь обычную руку и создаешь какие-то интересные, креативные задания для своего ребенка. Ну а с вами мы прощаемся. Я вам напоминаю, смотрите нас со вторника по пятницу на телеканале «Беларусь-1». Также мы есть и в сети интернет, на YouTube-канале «Беларусь-1». Мы есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на нас. «Детский доктор» – это программа для взрослых о детском здоровье. Берегите своих детей, любите своих детей и заботьтесь о своих детях.